Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Даниэль Петросян, и это видео посвящено тому, как сепарироваться с людьми и как возвращать себе энергию после каких-то тяжелых отношений. Это касается не только любовных, личных отношений, это касается как работы с человеком, просто твоим другом, приятелем, коллегой, может быть, это родитель, может быть, это даже дети, это бабушки, тети, в общем, любой контакт с человеком для нас является как некое взаимодействие друг с другом. И порой люди забирают эту энергию нашу у нас и порой даже накидывают своей какой-то энергии к нам. И мы это все впитываем. То есть представляете, что два разных субъекта, они во взаимодействии начинают как-то общаться. И вот эти их вибрации, их эмоциональные состояния, почему мы реагируем на какого-то человека определенным образом, на другого вот как-то спокойно, потому что у нас входит в контакт их энергия и наша энергия. То есть мы начинаем как бы купаться друг в друге. Происходит связь. Особенно это тяжело бывает, когда люди расстаются. То есть я сам как бы признаюсь, такой же человек, как вы, вот, ничего во мне сверхъестественного нету, просто обладаю навыками и технологиями, которые сам для себя выработал для того, чтобы жить эту жизнь более здоровой. И вот, когда я расставался со своими бывшими девушками, то, конечно же, было тяжело. Первое время всем тяжело. И как бы я понимаю, что вот тема отношений — это, наверное, самая болезненная история именно отношений с партнерами, особенно если у вас семья была долгое время, и вот кажется, что что-то происходит такое болезненное на уровне души, вот невозможно, все время думаешь о человеке, не можешь как бы забыть все мысли об этом человеке. Во-первых, обида где-то вылезает, где-то воспоминания светлые всплывают просто как теплое что-то, за что мозг цепляется, потому что сейчас-то в этом времени этого нету, а тогда это было. И вы начинаете даже где-то жить в каком-то мире таком романтизированном, в таком мире иллюзий, что делает вам еще сложнее, как бы больнее проживать это расставание. И не видел я, знаете, искреннего человека, который там любил или же был вовлечен в отношения глубоко, чтобы он так быстро переключался, чтобы он быстро мог забыть человека. Ну, наверное, это говорит о том, что человек не особо был вовлечен, не особо был заинтересован в этих отношениях и небольшой сделал вклад, а только, может быть, потреблял. Поэтому такой разрыв для него может быть очень легким. Но если вы вложили энергию в отношения, то есть себя отдали, где-то там, недополучили, и вот это взаимодействие с партнером было несправедливым. Ну, то есть, как я говорил, у нас при общении идет контакт. Вы что-то получаете и отдаете. Бывает, что вам накидывают негативную энергию, позитивную энергию. Вы тоже можете отдавать негативную и позитивную энергию. То есть у нас происходит такой взаимоэнергообмен, который не всегда идет справедливым. И я пришел к такому, скажем так, методу, который проделываю практически со всеми людьми, с кем порой взаимодействую. Обязательно эту практику проделать нужно со всеми своими бывшими партнерами, с которыми вы когда-либо встречались. И даже я бы сказал, что можно ее проделывать с текущими партнерами, с которыми у вас есть какое-то взаимодействие, потому что энергия порой, копится в нас, и очень важно в отношениях поддерживать вот этот огонь. А что это такое, этот огонь в отношениях? Это новизна. Новизна в партнере, новизна в себе всегда привлекает нашего партнера и нас самих вообще. А для того, чтобы была новизна, должно быть вот это пространство, чистота. Как будто бы, знаете, вы заново знакомитесь энергетически. Ведь мы меняемся, мутируем, да, с годами мы там трансформируемся, и как будто бы кажется, что в партнере уже там все наскучило, бывает остыла какая-то энергия. А это происходит потому, что вы настолько уже друг друга заполнили, скажем так, чужой энергией. То есть я как личность начал в себе уже ощущать какое-то наполнение не свое,
а сколько уже вот разрозненные кусочки людей разных. Ну, возьмем это и прошлые отношения, и текущие отношения, то есть и даже какие-то коллеги на работе, также все это накидываем, поэтому порой нам даже бывает сложно сказать, чего мы хотим, и вообще, где наше место, и где я на самом деле в этой жизни нахожусь. И это происходит именно потому, что я как в себе энергетически сочетаю вот этих всех личностей, людей, которые мне что-то там как камушек закинул. И даже где-то из меня что-то забрали, и поэтому вот этой целостности больше нет. И вот эта практика по сепарации с человеком, с индивидуумом другим, она имеет экологически здоровый подход в любых отношениях. И данную сепарацию, практику я провожу также на своих консультациях, но принцип у меня очень простой. Ваша задача представить перед собой человека, забрать себе энергию, которую вы отдали обратно, и вернуть энергию человеку, которую вы получили от этого человека, и в конце происходит просто разрыв связей между этим человеком. Это такая медитация. Она, кстати, есть у меня на канале. Я этим всем также делюсь для тех людей, которые нету возможности взять и там поработать со мной лично. Есть медитация. Пожалуйста, пользуйтесь, занимайтесь. Если нужна какая-то вот работа именно индивидуальная, там какая-то ситуация, в которой нужно разобраться, поговорить и какие-то индивидуальные вот подходы найти, то это, конечно, обращайтесь ко мне, пишите в личку, я с удовольствием с вами поработаю. Вот простой принцип понимания, что ваша чистота личностная, энергетическая, она очень важна, это экологически важно для вас и окружающих. И в первую очередь вы должны понимать, как очищать свое поле, свое пространство. И это лучше делать на каждодневной такой основе, знаете, перед сном, там, утром, днем, да любое время находится, на самом деле 5 минут все могут найти. Просто мысленно прокрутить эту процедуру по очистке, где вы себе возвращаете все свое, чужому человеку отдаете его, или вообще просто даже глобально можете сказать, что все чужое уходит туда, откуда оно пришло, а все мое возвращается ко мне обратно. Вот такая простая механика, и вы уже как бы наполняетесь, вы уже чувствуете свою энергию и говорите: о, а я же вот такой человек, мне вот и вот это нравится, и вот это нравится, и оказывается, я знаю, что мне делать, куда идти, и вот этих сомнений нету, потому что сомнения — это всегда не про вас. Сомнения — это всегда какие-то червоточинки чужие, которые как бы как голоса такие, которые говорят: вот так делай, это делай, и вы такие: блин, ну это не похоже на меня, потому что это не ваши голоса, это не ваша энергия, не ваша структура. Очень важно, поэтому говорю, вернуть себя себе. Люди, когда выезжают в какое-то пространство природное, поле, там, море, наедине остаются с этим пространством, они сразу такие: о, я как будто чувствую какую-то энергию, чувствую восстановление этой связи, потому что вы отдалились от всех людей, информационного шума больше нету, и вы четко улавливаете свой внутренний голос. Я надеюсь, это видео вам было полезным. Поставьте лайк, напишите свой комментарий, расскажите свою историю и что вы думаете на этот счет. До скорой встречи.